Всем привет! Сегодня мы разбираемся с такой, довольно специфической, но важной для многих меломанов задачей из мира цифрового аудио. Здравствуйте. Да, тема интересная. Речь пойдет вот о чем. Музыкальные альбомы, знаете, которые хранятся как один большой FLAC-файл, и к нему еще прилагается Q-файл, файл разметки. Угу. Часто так делают, например, с концертными записями или операми, мюзиклами, концептуальными альбомами. В общем, там, где треки должны идти плавно, без пауз, перетекать один в другой. Именно. По сути, это, такая пара файлов. Они вместе работают. FLAC — это контейнер, там вся музыка альбома, сжатая без потерь. А Q-файл, это текстовый файл, по сути, как карта для этого флака. Карта. В каком смысле? Там точные метки времени, где начинается каждый трек, где заканчивается, плюс метаданные, названия, исполнителей, вот это все. Как оглавление, да. Понятно. И вот наша сегодняшняя миссия — понять, как такой цельный FLAC-файл можно аккуратно разделить без потерь на отдельные треки. Да, мы будем говорить здесь о FLAC. Но затронутые в нашем видео вопросы также касаются и других типов файлов CD и высокого разрешения. И не забудьте поставить лайк и подписаться, чтобы мы могли раскрывать еще больше таких секретов. Информация в этом ролике максимально сжата, поэтому смотрите до самого конца, чтобы узнать все важные детали. А теперь поехали! Казалось бы, просто. Но вот как разделить флаг по QE с максимальной точностью, чтобы качество не потерять? И что еще интереснее, как сохранить вот эту бесшовность переходов? Особенно если мы одновременно хотим параметры звука поменять. Например? Скажем, ресэмплинг провести, изменить частоту дискретизации. Вот в этом и будем разбираться. Да, именно эта комбинация разделения с обработкой, так чтобы плавность не нарушить. Вот это и есть самое, так сказать, интересное и сложное. Хорошо, давайте начнем с основ тогда. Интуитивно кажется, есть QE-файл, там точные метки времени, бери да режь по ним. Просто же. Не совсем. Я вот помню, как пробовал сам, обычным редактором, и на стыках треков иногда слышал там конец предыдущего трека в начале следующего. Так в чем там реальная техническая загвоздка? Это как-то связано с тем, как сам флаг устроен? Именно так. Загвоздка как раз в структуре флаг-файла. Он состоит из так называемых фреймов. Это такие небольшие блоки данных. Фреймы. Так. Представьте, что весь аудиопоток альбома как бы нарезан на маленькие такие коробочки – фреймы. Это для эффективности сжатия и надежности передачи. И самый простой, но такой наивный подход к разделению по QE – это резать точно по границам этих фреймов. А в чем проблема? Проблема в том, что метка времени из QE файла, та, что обозначает реальный конец одного трека и начало другого, она очень часто не совпадает с границей фрейма. Она может указывать куда-то в середину этой коробочки. Ага. И что тогда происходит, если резать вот так грубо по фреймам? А получается, что один и тот же фрейм может содержать и кусочек звука с самого конца предыдущего трека, и кусочек с самого начала следующего. То, что ты слышал. Понятно. И если программа режет строго по границам фреймов, она чуть-чуть откусит от конца предыдущего трека, прихватит немного лишнего в начало следующего. В общем, точность разделения страдает. Нарушается целостность треков. То есть точность до фрейма — это, мягко говоря, не идеально, упрощенно. А как же тогда достигается по-настоящему точное разделение? Вот прям чтобы по границе трека. Программы, которые заточены под качественную работу с аудио, как, например, AUI Converter, они подходят к этому иначе. Они не режут по фреймам. А как? Они сначала полностью распаковывают FLAC-файл во временное несжатое представление, как WAV, например. И уже вот этот несжатый поток данных режут строго по меткам времени из QE с максимально возможной точностью, до одного звукового отсчета. До одного сэмпла. До сэмпла. Это очень точно. Да. И поскольку FLAC — это формат без потерь,
Сама по себе распаковка на качество звука не влияет. Это полностью обратимый процесс. А Bit Perfect разделение — это как раз про то, чтобы исходное качество сохранить. Именно. Вот если у нас задача просто разделить большой флаг по меткам из QE на отдельные треки, и при этом мы не хотим ничего менять в самом аудиосигнале, То есть? Ну, не меняем lossless формат на формат с потерями. Не меняем частоту дискретизации, разрядность. Или если меняем разрядность, то без потерь. Ну, скажем, с 16 бит на 24 бита. Вот в этом случае можно и нужно стремиться к битово-точному разделению. Bit Perfect. Что это значит битово-точному? Это значит, что вот эта последовательность нулей и единиц, которая представляет звук в выходном файле, она будет абсолютно, вот просто абсолютно идентична той последовательности, что была в соответствующем куске исходного большого файла. Ни один бит информации не меняется, просто разделили на части. Звучит идеально. А как этого добиться? Но на практике. Нужно в конвертере выбрать выходной формат, который полностью сохраняет параметры исходника. Скажем, был флаг 16 бит 44,1 кГц. Значит, и на выходе ставим флаг 1644,1. Логично. И, что самое важное, нужно убедиться, что отключена любая цифровая обработка сигнала, DSP, как ее называют. Вот в нашем AUI-конвертере, например, есть опция Don't Make DSP, то есть не применять обработку сигнала. Понял. В этом случае программа просто копирует нужные куски аудиоданных в новые файлы. И вот она, побитовая идентичность. Значит, если просто копируем куски, все чисто, побитово точно. Но ведь часто бывает, что хочется не просто нарезать, а еще что-то со звуком сделать. Ну да. Пользователи нашего конвертера часто подгоняют неразрывные альбомы, оперы, мюзиклы, рок-концерты под свои ЦАПы и другие устройства. Смартфоны, медиасерверы. И вот тут, я так понимаю, начинается самое интересное. Что, если нам нужно при разделении еще и параметры звука изменить? Самый частый случай, наверное, ресэмплинг. Апсэмплинг, даунсэмплинг. Ну, изменить частоту дискретизации, разрешение аудио. Зачем это вообще может понадобиться? Причины разные бывают, да. Иногда нужно подогнать файл под возможности плеера или ЦАПа, которые, скажем, не поддерживают исходную высокую частоту. Иногда ее повышают для устройства, которое лучше работает на высоких частотах. Бывает, еще пытаются так субъективно улучшить старые записи. Пересчитывают их с CD-качества, 44,1 кГц, в более высокое разрешение. Используют при этом улучшайзеры или инструменты ремастеринга вроде AUI Audio Upscaler, плагина к AUI-конвертере. Что происходит, если мы берем наши точно разделенные треки, до сэмпла, все как надо, и начинаем их обрабатывать по отдельности? Скажем, делаем ресэмплинг каждого файла, особенно если это тот самый альбом, где музыка непрерывная. А вот здесь и кроется следующая проблема. Ресэмплинг — это уже серьезная цифровая обработка сигнала, или DSP – Digital Signal Processing. И если мы применяем ее к каждому треку отдельно, как к совершенно независимому файлу, то на границах между треками могут появиться артефакты, легкий щелчок со звоном. Особенно это критично как раз для записи без пауз, опер, концертов, диджей-сетов каких-нибудь. Там, где музыкальный сигнал на границе треков не нулевой, без паузы, он просто продолжается из трека в трек. Так, а что за артефакты и почему они появляются именно при раздельной обработке? Механизм проблемы, примерно такой. Когда каждый файл обрабатывается отдельно, алгоритм DSP, например, фильтр, который используется для ресэмплинга, он как бы запускается заново для каждого трека. С нуля. И если трек начинается или заканчивается не тишиной, а каким-то звуком, не нулевым уровнем сигнала, а это типично для Gapless-альбомов, то для алгоритма, который начинает работу с чистого листа, это выглядит как резкий скачок сигнала прямо на границе файла. И, соответственно, появляется звон, затухающее колебание.
Это свойство фильтра такое. Ringing Artifacts. Об этом мы говорили в нашем ролике по ссылке в описании. Понятно. Все это прямо на стыке треков. То есть программа простого конвертера как бы спотыкается об этот непрерывный звук на границе, потому что она не учитывает, что было до и что будет после, обрабатывая каждый трек изолированно. Ну и все это попадает в плеер и дальше в наши колонки и наушники. Совершенно верно. Простой конвертер не видит всей картины вот этого непрерывного аудиопотока. Плюс к этому есть еще одна возможная причина щелчков при раздельной обработке. Это DC-bias. DC-bias — это что такое? Постоянное смещение уровня. Некоторые исходные файлы, например, образы SSD в формате ESO и другие, они могут содержать небольшое постоянное смещение сигнала от нуля по всему альбому. Проблема из студии. И что? А то, что если такой альбом разделить на треки и обрабатывать их по отдельности, то на границах это постоянное смещение тоже будет восприниматься алгоритмом DSP как скачок, что опять же может привести к дополнительным артефактам звона. Исходный материал повреждается. Мы можем отчетливо видеть такое место на спектрограмме. Да, нюансов хватает. И вот тут, наконец, мы подходим к решению. True Gapless Conversion. Истинное бесшовное преобразование. В чем его суть? Как оно вот эти все проблемы обходит? True Gapless Conversion или TGC. Технология TrueG от Audio File Inventory — это принципиально другой режим работы конвертера. Именно при обработке группы треков, которые составляют единое целое, как альбом, размеченный Q-файлом. И как эта технология работает? Суть в том, что все треки этого альбома обрабатываются не по одному, а как единый непрерывный аудиопоток. Вот это ключевое. То есть целиком? Да. Алгоритмы цифровой обработки, ресэмплинг, изменение битности, эффекты какие-то, они не останавливаются и не запускаются заново на границе каждого трека. Они просто продолжают работать последовательно, переходя от конца одного трека к началу следующего. Так, как будто это один очень-очень длинный файл, который уже потом, после всей обработки, будет аккуратно нарезан на отдельные файлы по меткам из Q с точностью до сэмпла. Получается, алгоритм обработки как бы и не замещает этих границ между треками, пока работают. Именно так. Он обрабатывает весь материал альбома целиком, сохраняя свое внутреннее состояние. Например, память фильтров при переходе от трека к треку. Поэтому невозможно обработать треки альбома параллельно. Нужно сначала ресэмплировать первый трек, потом второй, потом третий и так далее. У пользователей нашего AUI-конвертер иногда возникает вопрос, почему перестала работать параллельная обработка при True Gapless Conversion. Так вот, именно поэтому, по физическим причинам. И в чем главный плюс? А главный плюс очевиден. True Gapless Conversion позволяет полностью избежать вот тех самых артефактов на стыках. Звона или даже щелчка, который возникает при раздельной обработке из-за ненулевых уровней или DC-смещения на границах треков. То есть переходы остаются плавными. Именно, потому что фильтр ресэмплинга и обработки продолжают плыть вдоль реки аудиопотока, не перескакивая через плотины, границы треков. Сохраняется естественная плавная бесшовность переходов, как в оригинальной записи, даже если мы применяем к аудио серьезную обработку, вроде ресэмплинга. Звучит как то, что как раз и нужно перфекционистам, которые работают с концертными альбомами, операми. А есть какие-то особенные требования для этого режима или условия? Да, есть несколько моментов. Во-первых, для корректной работы True Gapless Conversion все исходные, которые мы обрабатываем как единое целое, они должны иметь одинаковые разрешения. Частота дискретизации. Она должна быть одинаковой для всех треков в группе. Так. Во-вторых, файлы нужно подавать на обработку в правильном порядке. Именно так, как они идут в альбоме. Если после первого трека альбома обработать третий, бесшовной конвертации не получится.
Логично. И есть еще одна особенность этого режима, о которой мы уже напоминали. Со скоростью работы связано. Со скоростью работы. Поскольку треки должны обрабатываться строго последовательно, ведь состояние алгоритма в конце предыдущего трека нужно для начала обработки следующего. Нельзя параллельно обрабатывать файлы альбома. Да-да, понятно. И еще одно очень важное замечание. Сам факт, что мы создали файлы с помощью True Gapless Conversion, еще не гарантирует, что мы услышим бесшовное воспроизведение. Почему? Чтобы услышать результат как задумано, с плавными переходами, нужно, чтобы и само устройство воспроизведения, аппаратный или программный плеер на компьютере, смартфоне, чтобы они тоже поддерживали режим Gapless Playback, воспроизведение без пауз. То есть плеер тоже должен уметь это делать? Обязательно. Он должен уметь начинать играть следующий трек сразу после окончания предыдущего, без малейшей паузы, без перезапуска своих внутренних буферов или алгоритмов. Иначе все наши старания при конвертации могут пойти на смарку из-за плеера. Логично. Вся цепочка должна поддерживать бесшовность. Понятно. Возвращаясь к программе AUI Converter. Как там включается этот режим True Gapless Conversion? Это сложно? Очень просто. В главном окне программы есть вкладка настроек. Обычно называется Parameters или параметры. И там есть переключатель True Gapless. И просто ставишь галочку? Да, достаточно просто активировать эту опцию. Ага, то есть True Gapless — это не про само разделение как таковое, а про то, чтобы именно обработка во время разделения не портила стыки. При ресэмплинге. Ясно. Тогда давайте попробуем собрать все вместе. Для слушателя, который хочет свою фонотеку в идеальный порядок привести. Давайте. Вот здесь как раз ключевое различие, его важно понимать. Если мы просто разделяем флаг плюс Q и не применяем обработку, которая меняет аудиоданные, Без ресэмплинга. да, ничего такого, то нам нужен режим BitPerfect режим для разделения. В AUI-конвертере для этого, как мы говорили, активируется опция Don't Make DSP. Это гарантирует побитовую идентичность. Так. А режим True Gapless Conversion вступает в игру именно тогда, когда мы выполняем обработку сигнала, такую, которая требует памяти о состоянии после конвертации прошлого файла. Чаще всего это ресэмплинг. И делаем мы это в процессе разделения Q-альбома с непрерывными треками. То есть True Gapless Conversion нужно, чтобы обработка не создала артефакты на стыках треков. Именно. А само точное разделение по меткам Q с точностью до сэмпла, оно должно происходить в обоих случаях, если программа конвертера аудиофайлов это умеет, например, как это делает AUI-конвертер. True Gapless Conversion решает проблему артефактов обработки, а BitPerfect гарантирует точность простого копирования. Точность до сэмпла позволяет избежать проникновения конца предыдущего трека в начало следующего, если метки в Q поставлены правильно, конечно. Итак, резюмируем. Есть альбом во флаг плюс QE. Треки идут непрерывно. Задача номер 1 – просто разделить на файлы, ничего не меняя в звуке. Решение – ищем опцию BitPerfect, отключаем DSP. Верно? Да. Задача номер 2 – разделить альбом и одновременно, скажем, изменить частоту дискретизации. Сделать ресэмплинг или некую другую обработку с памятью применить. Решение – вот тут ключ, режим True Gapless Conversion. Он спасет от артефактов на стыках, сохранит плавность. Можно сказать точнее. True Gapless Conversion обеспечивает незаметность переходов между треками во время обработки, при разделении. А BitPerfect — это гарантия неизменности данных при копировании без обработки. Это два разных инструмента для немного разных, но смежных задач. И оба нужны для максимального качества и аутентичности. Получается такая, казалось бы, рутинная вещь, как разделение флаг плюс QE, она на самом деле требует внимания к деталям. Да, верно. Но как только вмешивается любая цифровая обработка звука, ресэмплинг, что угодно,
Для сохранения бесшовности концертов, опер, вот этих всех непрерывных записей, критически важным становится специальный подход, вроде True Gapless Conversion. Да. Это отличный пример внимания к деталям цифровой обработки. Речь ведь идет не просто о сохранении технических параметров, там сигнал-шум, а о сохранении непрерывности музыки, если она так была задумана. Точно. True Gapless Conversion решает очень конкретную проблему – артефакты обработки на границах треков, которые могут испортить результат, если использовать простые методы пакетной обработки. А точность разделения до сэмпла, она важна всегда, для правильных границ. Но True Gapless Conversion добавляет к этому еще и корректность самой обработки на этих границах. И не забываем о том, что плеер обязательно, повторяю, обязательно должен иметь режим Gapless Playback, чтобы сохранить смысл такой аккуратной конвертации. Есть над чем поразмышлять, да? Когда в следующий раз будете файлы для фонотеки готовить или просто музыку слушать? Определенно. На этом наше сегодняшнее погружение завершено. Спасибо тебе за интересный разговор. Друзья, ставьте лайки, задавайте вопросы и делитесь своими мыслями в комментариях. А вы сталкивались с проблемами при разделении флаг с Q? Ваш опыт помогает нам создавать еще более полезный контент. А чтобы не пропустить наш следующий ролик, подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик. Подробнее о конвертации Q плюс флаг или другого большого аудиофайла вы можете почитать по ссылке в описании к этому видео. До новых встреч, друзья! И пусть ваш звук всегда будет безупречен.